Тайники, наверное, как и артефакты, являются лучшей наградой за выполнение заданий и внимательность для любого сталкера. Желание исследовать заброшенные постройки игрового мира любой игры оригинальной трилогии или мода напрямую зависит от заполнения локаций теми или иными предметами, и как следствие влияет на погружение пользователя в игровой процесс, что еще больше добавляет атмосферы и желание исследовать мир игры дальше. Пройдя большое количество модов, каждый для себя выбрал, какие из них были наиболее богаты на тайники. Где-то лучше, где-то хуже. Порой в них можно было найти настоящий клондайк артефактов. Но сегодня речь пойдет о тайниках в модификации NLCC. Ценность тайников здесь значительно выше, чем в других модах. Это объясняется тем, что они редкие, их тяжело получить. До них порой очень тяжело добраться, а если, будучи на локации, вы их не заберете, то это может сделать кто-то другой. Иными словами, ваш тайник обворуют. За все прохождение мода, а это минимум 300 часов приключений и боли, можно получить в лучшем случае около 10-15 тайников. Это с учетом того, что получать мы их будем только как награды за заданий и призовами ПДА повешенных нами NPC. И если подумать, то 10-15 тайников за 300 часов игры – это очень мало. Поэтому в модификации есть возможность получить координаты тайников с желанным хабаром путем взлома ПДА других NPC, которые можно приобрести у различных персонажей. Это Фраер, Борзый и Жила. Также ПДА можно купить у других сталкеров. И я решил провести эксперимент и узнать, сколько тайников можно получить при взломе 500 ПДА. Черт, опять 25. Короче, в одном из пушки мне сказали, есть клевое место, клевое. Парень вроде бы нычка чья-то, дожу, значит. Толканул я дверцу. Закрыть. Что такое? Еще раз, опять закрыть. После прохождения мода у меня накопилось много артефактов и их модификатов. Их необходимо было переварить, отнести до Сидоровича и продать. Ведь именно он покупает артефакты в моде NLC 7 дороже всех. Что нужно, сталкер? Толку-то с тобой разговаривать. Далее на вырученные деньги нужно будет приобрести чеки, после чего их нужно будет поменять на ПДА, а там уже как повезет. Глава 1. Расчет затрат. Для того, чтобы приобрести 500 ПДА и в последующем их взломать по подсчетам, нужно было набрать 4 миллиона 400 тысяч рублей. Это если учитывать, что один чек на 1000 долларов идет за 55 тысяч рублей, а их необходимо было купить 80 штук, если считать, что 25 ПДА идут за 4 чека у Борзова. Это глава нейтральных бандитов в Рыжем лесу. Продав все свои артефакты, я понял, что мне немного не хватает. Поэтому я отправился в путь и начал снова собирать артефакты. Варить их, убивать мутантов для варки, пережидать выходные у Сидоровича. Да, наш торговец любит отъезжать на отдых, и дверь в бункер бывает закрыта. Как можно заметить, много артефактов необходимо было варить. Какие-то я находил. Нужно было постоянно бегать между схроном и другими территориями. Какие-то артефакты я выменивал. Иногда не хватало редких трофеев. Опять же, для всего этого нужны были патроны и аптеки. А это тоже определенные затраты по времени. Капсулы из артефактов еще нужно было вскрывать. А это занимает около 1 часа игрового времени. Некоторые артефакты я улучшал, ведь модификаты идут дороже, чем обычные артефакты, за исключением тех, которые дают радиацию. И это была самая тяжелая часть. На данную главу у меня ушло около 2 месяцев реальной жизни. Глава 2. Покупка чеков.
Казалось бы, что такого сложного в продаже артефактов? Но это мод NLC7. Даже это здесь сделать сложно. Артефактов я набрал много. Необходимо было их отнести Сидоровичу, но для некоторых из них нужны были контейнеры. Их за время прохождения мода я набрал довольно много. Однако некоторые контейнеры довольно тяжелые. И тут я решил воспользоваться гравикостюмом. Без улучшения пропитки с помощью него можно переносить 200 кг, а уже с пропиткой 270. Свой схрон я организовал на армейских складах. У меня было 16 контейнеров разных типов. Пришлось сделать несколько ходок с этими контейнерами до кордона. И далее я уже продавал все артефакты Сидоровичу. Стоит отметить, что в игре нельзя хранить на руках больше 1 миллиона, и необходимо продавать артефакты понемногу и сразу же покупать чеки. $80 чеков на руках, пора идти и менять их. Глава 3. Приобретение ПДА. Теперь мне предстоял путь до Рыжего леса, благо на армейских складах был переход. Аккуратно минуя всех мутантов, я дошел до моста, ведущего в Лиманск. Здесь мне нужно было подойти к Борзуму. Я также взял с собой гравикостюм, так как 500 ПДА весит 150 килограмм. Подойдя к Борзуму, я принялся обменивать у него ПДА. Наиболее выгодный обмен — это 25 ПДА на 4 чека. Важно отметить, что мы получаем ПДА, который в последующем нужно будет зарядить, чтобы потом его взломать и посмотреть, есть ли там тайник или нет. Лучше всего взломать ПДА у ученых на Янтаре, так как там заряжают бесплатно. Есть кровать, с помощью которой можно все это дело переждать, а также 2 ящика, в которых будут храниться наши ПДА. Глава 4. Взлом ПДА. Добравшись до Янтаря, я пошел в бункер ученых. Сложил все ПДА в ящик внутри бункера. Также можно сложить все лишние вещи. Не украдут. По крайней мере до тех пор, пока вы не уйдете с локации. Важно было иметь с собой какой-то запас еды. И, конечно же, водку. Потому что впереди у нас очень много часов ожиданий. Далее от меня требовалось совершить 500 раз один и тот же цикл действий. Давайте рассмотрим, что я делал для взлома одного ПДА. Подходим к Семенову. Отдаем ПДА. Ложимся спать. Предварительно заводим будильник. Просыпаемся, отключаем будильник. Идем, забираем ПДА. Далее нужно его взломать. Подбираем пароль. Проверяем историю сообщений. Выключаем ПДА. Выходим из бункера. И оставляем ПДА во втором ящике.
Идем обратно в бункер. Подбираем из первого ящика один ПДА. На этом цикл для одного ПДА завершен. Осталось только повторить это еще 499 раз. Для вас это примерно будет 30 ПДА в 1 секунду, а для меня прошло 2 дня реальной жизни. Однако результаты очень порадовали. Выпало около 120 тайников. И это очень приятное чувство, когда ты смотришь на карту зоны и видишь столько тайников. И особенно в NOC 7. Статистика очень хорошая. Примерно каждый 4-й ПДА дает тайник. Понятно, что неоткрытых тайников еще много. Но опять же, не было задачи открыть все тайники в моде NOC 7. Хватит уже говорить и айда проверять, что там внутри. Глава 5. Осмотр тайников. Первые тайники были довольно хардкорные, так как на инвентаре в NOC 7 очень много мутантов. И первый тайник Сик. Очень крутая пушка, всем рекомендую ее брать. Капсула. Очень неплохо, нужно будет потом ее вскрыть. Бронескафандр Монолита. Очень круто. Патроны и аптеки. Пойдет. Впервые за все время вижу этот артефакт. 3 артефакта 2-го уровня будут не лишними. Крайне годный тайник. Опять же патроны и аптеки, но тайник сложный. А вот это пойдет. Недурно. На агропроме было тяжело, так как тут есть БТР. И первый тайник довольно неплохой. Опять же, полезна картечь и водка. Наверное, главное в этом тайнике пули. С этим можно будет покушать. Патроны для снайперки и 2 ремонтных набора. Довольно слабый тайник. Очень хорошо по ремонтным наборам. На начальных этапах был бы полезен. В забытом хуторе было всего 2 тайника. Хорошее пополнение боезапаса. Не такой тайник ты ожидаешь найти. На болотах было довольно много тайников. Опять же, вначале был бы очень полезен. Неплохо. Годно, пойдет для варки. Отличный артефакт 4-го дана. Просто отличный тайник. Круто. Хорошая вещь, но опять же для начала. Немного патронов на снайперку. Годный тайник. Очередной броник. Очередной плащ. Вначале я был бы счастлив найти этот тайник. Вот это пойдет. Недурно. От кордона не ожидал каких-то крутых тайников. Один антирад. Тоже антирады. Артефакты нужны всегда. Увы, но ничего. Отлично. Будет что покушать и аптеки. На удивление кишка зоны порадовал своими тайниками. Хороший тайник. Довольно круто по патронам.
Получить бы это в начале. Аккумуляторы, немного ремонтных наборов. Пойдет. Поможет тебе еще немного прожить. Темная долина и первый тайник самый хардкорный. Поможет убить собак и котов. Круто, 80 пуль и 5 водки. Отлично по дроби. Еще артефакты для варки. Довольно годно. В тайнике ничего не было. Водка пойдет на обмен. Далее я перешел на свалку. Бронебойные патроны не помешают. Вот прям очень нужный тайник в начале. Мощно, неплохо. Гравий пойдет для варки. В тайнике ничего не было. Я бы точно был рад такому тайнику. Остановит кровотечение. Вначале было бы круто его получить. Бар приятно порадовал тайниками. МП5 и патроны. Много водки, аптека, еды. Даже на этапе создания озвучки я рад этому тайнику. Еще один комбинезон с противогазом. Патроны, можно будет их обменять. В тайнике ничего не было. И еще одна бронька. Дикая территория была и богатая, и нет. В первом тайнике не было ничего. Далее круто по патронам. Круто. Очень хорошо по зарядам и аптекам. Снова ничего. Пусто. Походу тут кто-то был. Одуванчик, неплохо. Да, это крутой тайник. Думаешь, тут будет Сева, а тут ничего. Хотя бы не пусто. В тайнике ничего не было. Я ждал этого. То, что нужно. Очень хорошо. Вот такие тайники радуют. Гранаты тоже нужно. Склады, можно скинуть лишние вещи на базе. Аптеки и антирады всегда нужны. Здесь пусто. Всего понемногу. Вполне пойдет. Средний, но все нужно. Хорош, будет не лишним. Можно будет это продать. Круто, подойдет для варки. Заряды ВОК и патроны всегда радуют. Очередной комбинезон. Держи еще один. Давно их не было, нужно будет вскрыть. То, что нужно. На радаре было немного тайников, но все они были крутыми. Довольно мощно. Смотришь и радуешься.
Сидишь и радуешься такому. В Припяти выпал всего один тайник, и довольно неплохой. Зона Тесла, или же генератора. В одной печке нашел вот такой очень крутой тайник. Лиманск, тайников было немного. Вначале нашел капсулу. Довольно круто по картечи. В этом тайнике не было ничего. Один заряд для гранатомета. Можно будет покушать. Для кордона было бы хорошо. Рыжий лес приятно удивил тайниками, но также здесь водится много мутантов. В первом тайнике ничего, не беда. А вот это уже находка. Тайник нереально крут. Еще одна капсула и патроны. Это я удачно зашел. Всего понемногу, но круто. Довольно крутой карабин. Этот тайник крутой. Смотришь и радуешься. Сегодня удача на моей стороне. Патроны точно не помешают. Можно сказать, третья сева. Хороший тайник. Тут ничего, но уже все равно. Тайники рыжего леса топ. Сегодня богатый день. Патроны всегда можно обменять. Иванковский райцентр или Мертвый город. Выпало всего 2 тайника. Первый порадовал рубиновой батарейкой. Круто? Конечно. И финальный тайник, который мне выпал. 2 капсулы и дирижабль. Это не может не радовать. Заключительная глава. Итоги. Тайники очень порадовали своим наполнением. Порой можно было найти уникальные предметы, такие как скафандр Монолита, новые артефакты, комбинезоны типа Сева. Но опять же, все это помогает тебе только как-то выжить. А крутые предметы нужно получать за выполнение заданий, или же по обмену, для которого опять же нужны артефакты и их модификаты. И это хорошо. При таком масштабном открытии тайников вы точно не окажетесь в плюсе. Я продал артефакта почти что на 4,5 миллиона, а по итогу получили 15 капсул. Я, конечно же, дошел до янтаря, вскрыл все эти капсулы, и вот что вышло. Да, мы еще находили патроны, медикаменты и заряды. Это очень круто. И даже на поздних этапах очень приятно находить такие тайники. А уж если вы их получили из ПДА, который достался бесплатно, то находить такой тайник приятнее вдвойне. А уж в начале прохождения найти такое и вовсе здорово. В общем, эксперимент с тайниками завершен. С момента начала эксперимента и до его завершения прошло около 3 месяцев, и это было круто. Если понравилось данное видео, то буду благодарен каждому лайку и комментарию. Работа была проделана огромная, и нужно учитывать, что это самый хардкорный мод, в котором порой перейти между локациями бывает проблемно. Спасибо, выживший, тебе за просмотр. Пока, друг, мне пора идти. Мы